Все больше и больше людей интересуются, что же такое трансерфинг реальности. От корки до корки зачитывает и перечитывает одну за другой книги Вадима Зеланда. Но вот засада. Порой некоторые идеи трансерфинга буквально не укладываются в голове, а порой терминология оказывается слишком сложной для простого обывателя. Бывает и так, что вроде бы все понятно, книги прочитал, концепцию уяснил. Но применить ее в собственной жизни никак не получается, что-то постоянно идет не так. Предлагаю до конца разобраться с тем, что же такое трансерфинг реальности. В этом видео я простым языком изложу то, что вы могли не понять или пропустить в книгах Вадима Зеланда. Я подробно отвечу на вопросы, что такое завышенная важность, почему самое нужное и важное желание не исполняется, чем намерение отличается от желания, почему мечты долго не исполняются и можно ли слайдить, визуализировать другого человека. Большое спасибо всем, кто поставит лайк этому видео. Переходите на канал Тайны Души, мой канал для тех, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Благодарю вас за подписку на канал. Что такое завышенная важность? Завышенная важность – это одно из самых важных понятий не только для трансерфинга, но и в целом для всех, кто хочет научиться исполнять свои желания силой мысли. Завышенная важность – явление крайне коварное, погубившее исполнение ни одного желания. Казалось бы, что плохого в том, что ваше желание для вас очень важно, и вы хотите его скорейшей реализации? Разве не нужно усердно работать над исполнением своей мечты, постоянно думать о ней и отчаянно стараться, применяя кучу всевозможных практик, чтобы уж наверняка сбылось? Вот тут-то вы и попадаете в ловушку завышенной важности. Ваше желание вместо того, чтобы исполниться, напротив, ускользает от вас и будто назло все сильнее отдаляется. Вам кажется, что вы делаете все правильно и хорошо, но это не так. В чем заключается ошибка? Вы уходите от чистого намерения, подменяя его неосознанными страхами и сомнениями. Иными словами, ваше желание иметь что-то заменяется страхом не получить этого и остаться ни с чем. Фактически вы думаете уже не о своей мечте, а о том, что будет, если она не исполнится. Но страх и сомнения, как известно, лишь отдаляют вас от желаемого. Те, чей уровень осознанности достаточно высок, довольно быстро распознают завышенные важности и четко улавливают тот момент, когда их практики становятся не совсем чистыми, а с примесью страхов, тревог и сомнений. В этом случае все, что нужно, лишь дополнительно поработать над сосредоточением мыслей и фокусом внимания. Но как быть остальным, чья осознанность еще не так высока, а навыки самонаблюдения недостаточно отточены? Как в этом случае понять, завышена важность желания или нет? Вот признаки завышенной важности получения желаемого. Первое. Если вы каждый день ждете, что желание сбудется, и вам сложно думать о чем-либо другом, иными словами, вы зациклены на одном желании и постоянно находитесь в напряженном и томительном ожидании. А ожидание – это не что иное, как фиксация внимания на отсутствии, нежели на обладании. Второе. Если для вас исполнение желания – вопрос жизни и смерти, без которого жизнь просто рухнет или потеряет смысл. Третье. Вы просто очень-очень хотите исполнения желания. Важно понимать, что одно дело хотеть, а другое очень-очень-очень хотеть, подгоняя и торопя Вселенную в реализации задуманного вами. Очень-очень хочу – это проявление зависимости от своего желания, придание чрезмерного значения и излишняя привязанность к нему. Эти признаки говорят о том, что человек впал в зависимость от результата. Завысив важность исполнения желания, он перестал наслаждаться самим процессом достижения своей цели, а значит наслаждаться и самой жизнью. Итак, проверьте себя. Если после медитации или любой другой практики на исполнение желания вы встали и первым делом думаете, а это точно поможет, а скоро оно сбудется, уже надоело ждать, то поздравить вас не с чем. Вы не только завысили важность, но и зря потратили время, применяя практику. Если вы закончили медитацию в том же угрюмом настроении и подавленном состоянии, в каком начинали ее, то со 100% вероятностью вы делали что-то неправильно. Признаки эффективной и качества примененной техники по исполнению желания. Вас переполняет вера в его исполнение.
вы ощущаете, что уже обладаете желаемым. Вы излучаете высокие вибрации. Чувствуете мощный прилив энергии и душевный подъем. Вы на все 100% уверены в том, что ваш заказ уже отправлен во Вселенную, и в самое ближайшее время и самыми короткими путями он будет доставлен вам в виде материализации. Чем намерение отличается от желания? Все рассуждения типа «нужно просто захотеть и все получится», «я хотела, но ничего не исполнилось» и так далее можно пересечь одним простым правилом трансерфинга. Нужно не желать, а намеревать. Если вы 3 года страстно чего-то желали, то это вовсе не означает, что данный срок где-то там вам засчитался и вошел в некую копилку, исполняющую ваши желания. Наоборот, скорее всего, вы ушли уже в жесткий минус, отрицательный баланс. Потому что истинная работа, имеющая накопительный эффект и воплощающая мечты в жизнь, начинается только тогда, когда вы вместо того, чтобы желать, начинаете намеревать. Другими словами, когда ваше желание превращается в намерение. Если коротко, то разница между этими понятиями, согласно трансерфингу, заключается в следующем. Когда человек чего-то очень хочет, страстно желает, то он поглощен отсутствием этого. Он находится в состоянии нужды, горит желанием, вожделеет и жаждет. Он надеется, что в будущем мечта исполнится и все желаемое осуществится, тогда и все проблемы решатся, и нужда исчезнет. Если же человек превратил свое желание в намерение, то он, применяя практики по управлению силой мысли, буквально наслаждается состоянием обладания желаемым, чувствуя себя так, как будто бы уже все мечты осуществились. Еще раз акцентирую ваше внимание на этой важной идее. Если вы просто чего-то хотите и желаете, это идет в минус. Если же у вас есть твердое намерение, то есть уверенность в том, что ваше желание уже реализовалось, это идет вам в плюс. Именно поэтому роль намерения в трансерфинге реальности так важна. Итак, чтобы желание превратилось в намерение, нужно сформулировать ваше желание в настоящем времени так, как будто оно уже осуществилось. При формулировке не использовать отрицаний и не упоминать нежелательные явления. Полностью погрузиться в состояние, при котором желаемое уже реализовалось, ощутить все сопутствующие ему позитивные чувства и эмоции и наслаждаться ими. Можно ли слайдить конкретных людей? Согласно трансерфингу, нет. Почему? Вот ответ. Цитата Вадима Зеланда. Один человек не способен своим намерением существенно повлиять на жизнь другого. Человеку дана власть формировать только слой своего мира. В разных учениях о силе мысли, в многочисленных школах и направлениях мнения по этому вопросу всегда разделяются. Одни говорят, что нельзя воздействовать на конкретных людей, другие, что можно. Вадим Зеланд, автор учения трансерфинга реальности, считает это неэффективным, о чем и свидетельствует выше приведенная цитата. Я же полагаю, что все зависит от способностей каждого конкретного человека. Если кто-то, выражаясь терминами трансерфинга, слайдил, то есть визуализировал определенного человека и у него ничего не получилось, это еще ничего не означает. Существует множество факторов, которые могут повлиять на этот процесс и сыграть решающую роль, поэтому вполне возможно, что у одних получается, а у других нет. В противовес идее трансерфинга, что человеку дана власть формировать только свой слой мира, можно привести примеры опровержения из области гипноза. Майкл Таболт в книге «Голографическая вселенная» рассказывает об эксперименте, в ходе которого мужчину загипнотизировали с целью, чтобы он буквально перестал видеть другого конкретного человека. Чтобы проверить, сработал ли гипноз и действительно ли испытуемый перестал его видеть, экспериментаторы незаметно взяли часы и приложили их к спине невидимого человека. Затем у загипнотизированного спросили: «Скажи, который час показывает эти часы?» Посмотрев как бы сквозь человека, испытуемый назвал точное время, отметив, правда, что видит его нечетко и замутненно. Таким образом, мы видим, что один человек может повлиять на другого. Существуют данные и о других похожих экспериментах. Например, испытуемые видели рога на лбу у доктора, если им предварительно это внушали с помощью гипноза. Если вы думаете, что люди просто подыгрывали гипнотизерам, то вы, вероятно, очень мало знаете о возможностях гипноза.
С помощью гипноза можно влиять даже на такие функции организма, которые не поддаются сознательному контролю, например, уровень сахара в крови, высыпание на коже и так далее. Я надеюсь, что многие идеи из книг Вадима Зеланда о трансерфинге реальности стали вам понятнее. Теперь вы можете перейти от теории к практике и применить полученные знания в своей ежедневной работе с мечтами и желаниями. Всегда помните о том, как важно перевести каждое свое желание в намерение, а также контролируйте свои мысли и состояния, чтобы не попасть в ловушку завышенной важности. Что же касается визуализации другого человека, здесь нет строгих ограничений. Изучите опыт тех, у кого это получилось, и попрактикуйтесь. Думаю, в конечном итоге сможете и вы. Если же у вас остались еще какие-либо вопросы о трансерфинге реальности, оставляйте их в комментариях к этому видео, и я обязательно на них отвечу.